Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите искренние, добрые слова поддержки, так что добро пожаловать. Тема сегодняшнего расклада – ментальный плен. Кто постоянно думает о тебе и почему, собственно? Это может быть, не знаю уж, ваша соседка, ваши родственники, кто-то ваш там из бывшей жизни, не знаю, может быть бывшая подруга, может настоящая подруга, да? В конце концов, я уже не знаю, одноклассник. Желательно досмотреть это видео до конца. В конце, помимо совета карт, будет совет психолога. Надеюсь, он будет интересен, полезен. Итак, делаю вашу сигнификацию. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? А потом уже будем смотреть, кто же о тебе постоянно думает. Какая девочка пришла на расклад? Почему-то мы тут прошлое показали. Ух ты, да ё-моё, каждый уже расклад павлин какой-то повадился к нам ходить. Угу. Какая вы? Свободолюбивая. Наученная горьким опытом, говорите, не хочу я в свою жизнь никаких вампиров уже подпускать, потребителей. Нет, я сама для себя уже хочу жить и свои все шансы использовать. Не хочу больше ни одного шанса давать людям, которые считают, что они могут брать и в ответ ни черта не давать. Ну, как будто вас поддостала вот эта вот карта, еще лисы хитрые переворачиваются, вот какие-то хитро сделанные люди. Это может касаться конкретно какого-то человека, может в принципе как какая-то тенденция, да, вы говорите, вот в прошлом, тут уже история мне показана из прошлого. Поэтому я говорю, уже с опытом женщина. В прошлом за спиной как будто бы, ну тут мужчина скорее всего, какой-то как держал кинжал, то есть шел с какими-то двойными стандартами, свои какие-то преследовал цели. Скорее всего, тут история тянется из прошлого, о каком-то предательстве, о двойных стандартах, о взаимоотношениях неравных, в чем, по поводу чего. Может быть, у вас одни были планы, цели в этих взаимоотношениях, видение этих взаимоотношений одно, у мужчины совершенно другое. Плюс павлин это всегда человеки, которые любят себя, очень любят себя, умеют опять-таки эти перышки распускать, пыль в глаза пускать, обаять, влюбить, при этом за этой красотой очень часто скрываются не очень красивые истории, которые рано или поздно вылазят наружу. Эти истории потом вы сталкиваетесь, может, с его проявлениями, с его, может быть, поведением, в отношении вас каких-то моменты, да, и вы обескуражены, и вы стоите и смотрите, и думаете, как я этого не замечала. А вы не могли этого заметить, так как тут это павлин, он прекрасно этим оперением все это камуфлировал, акцент делал на достоинство. У нас у каждого есть здесь достоинства, недостатки, а тут прям такое складывалось впечатление, это человек полон одних достоинств, просто влюбиться, невозможно не влюбиться, да. Ладно, о чем это еще история? История о том, что вы очень устали в этих отношениях, после этих отношений. Кто-то тут реально даже состарился, постарел на много лет, девочки, потому что это изматывает. У кого-то это неопределенность, у кого-то это предательство, у кого-то это послевкусие такого, изначально тебя до небес превозносят, а потом обесценивают. Женщина выбрала свое состояние сейчас, скорее это ваш осознанный выбор. С одной стороны, одиночка, вы, может быть, можете окружены быть там веселой компанией, близкими людьми, но чувствуете себя внутри одинокой, при этом свобода, свободолюбива, и я уже это озвучила, хотите подальше держаться от потребителей. Вы говорите, лучше уж я буду сама, лучше уж никак, чем как-нибудь, да? Такая ваша сигнификация, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Смотрим
Ментальный плен. Кто постоянно думает о тебе и почему? Первое. Кто этот человек? Его характер и текущий статус твоей жизни. Характер, статус твоей жизни. Зацикленность. Какое именно событие или твой жест заставило его начать думать о тебе постоянно? Да? Каким чувством он о тебе думает? С нежностью, с яростью или тихой грустью? Скрытая выгода. Что ему дают эти мысли? Может быть, он заполняет пустоту своей собственной жизни. И перспективы, да, перерастут ли эти мысли в реальный какой-то звонок, встречу. Так. Кто этот человек? Его характер, текущий статус в твоей жизни. Какое именно событие или жест заставили этого человека постоянно думать о тебе? С каким чувством он думает о тебе? Нежность, ярость, тихая грусть. На прямых, девочки, будем смотреть. Скрытая выгода. Что дают ему эти мысли? Может, заполняет пустоту собственной жизни, да? Что-то же они дают ему эти мысли. И перерастут ли эти мысли в реальный какой-то звонок или встречу? Перспективы. Так, начинаем. Первое у нас хозяин этих мыслей. Кто этот человек? Его характер, текущий статус твоей жизни. Вот так сразу. Вот это человек, с которым вы находитесь в конфликте, в оппозиции. Ну, у кого-то это прям мужчина, но не факт. Сейчас буду уточнять. Давайте так. Вау, вау. Хозяин у нас. Человек, который вам свинью подложил. Опять, повторюсь. Вы видели его одним, он оказался совершенно другим. При этом это хитрая лиса, которая приспосабливается. Человек сейчас находится в болоте. В болоте. А знаете какой? Он очень расчетливый на самом деле. А почему в болоте, сейчас уточню. И на волоске. Что на волоске? Сейчас буду тоже уточнять. Не пойму. Для начала давайте посмотрим, это мужчина или женщина. Мне прям интересно. Вот на классике возьмем. Бог ты мой, что тут у меня перекручено, все переверчено. Сейчас, мои хорошие. Да что ж такое? Такое ощущение, вот кто-то приходит и пользуется моими картами. Ладно. Так оно и начинается. Ладно, девочки. Так, это мужчина или женщина? Вот давайте посмотрим. Кто это тут думает о вас постоянно, да? При этом находится с вами в оппозиции. Что-то ссора, может быть, даже у вас была. Это мужчина или женщина? Кто это в вашей жизни? Мужчина. Сразу вышел. Король жезлов. Яркий, харизматичный, энергетически наполненный. Мужчина, для которого его сексуальная жизнь имеет огромное значение для него. Может быть идейным вдохновителем, зажигать. В принципе, да, вот, энергия, пышет энергией. Такой. Чтобы вот он сидит, может быть самым обыкновенным, обычным мужчиной, я имею в виду внешность обычная, а потом в один момент, как лампочка изнутри загорается, и вы смотрите в восхищение. Этот человек может настолько быть прекрасным оратором, себя преподнести. Ну, вообще, зажигалочка, да, за ним идут люди, восхищаются, в него влюбляются. Вот такой, умеет он себя преподнести. Так, вот этот мужчина, вот, с ним вы, опять-таки, в конфликте, подмена понятий у вас тут произошла, вы его видели одним, оказался другим, хитрая лисичка. Ага, я хотела уточнить, что тут у нас за болото, в котором он сейчас застрял. Такое ощущение, как будто бы человек тут сам
мог хитрить, юлить, карта расчет, пытаться извлечь расчет, может, из каких-то ситуаций, и попал в это болото собственными силами. И сейчас на волоске. Ну, давайте, что за болото тут у него? Ой, моя ж ты зайка, сердечные дела. Зависает, как будто бы сам себя перехитрил. Переманипулировал, да? Это с вами связано, что сердечные дела? О, искушение. Вы для него соблазн, искушение. Так, то есть мы смотрим текущий статус вашей жизни, ну и он для вас искушение, вы для него искушение, по факту как в болоте обои застряли. Может, ситуация никуда не движется, но эмоции сохраняются. С его стороны, как бы там не было эмоций, сердечко все-таки, да, давайте так. Ну, так, на волоске. На волоске это взаимоотношения с вами. Ну, тут страсть, она то горит, но, наверное, знаете, как это, костру каждому. Ой, забыла, выражение такое еще в детстве было. А любовь как пламя, или как костер, что-то такое. Постоянно нужна подпитка. Ну, вот тут что-то так из этой серии, да, наверное, да. Страсть страстью, но если вы там мало общаетесь, если никаких новостей друг о друге не получаете, то, может быть, затихает пламя это на волоске. О чем это? Ну, плюс еще вы можете защищаться, да? Плюс эгоизм с двух сторон. Или вы себя так поставили уже. Хватит, если я не на помойке нашла. Все, тут оппозиция не зря. Пока ты не станешь ко мне нормально проявляться, пока я не почувствую себя там желанной, для тебя настолько там привлекательной, ценной женщиной. Вот. Я себя такое ощущаю, но я не вижу с твоей стороны таких проявлений, да. Может быть, вы так поставили даже, да. Точки над «и» расставили, ультиматумы миним поставили. Ладно, ну я утрирую, но вы поняли, да. Вот, может, поэтому на волоске. Тут как будто бы высшее я — это эгоизм. Может быть, его эгоизм. Может быть, он считывает ваши какие-то перемены в вашем поведении. Может, ваше желание показать ему. Да в конце концов, будут у тебя какие-то конкретные шаги. Я увижу в свою сторону, может, то, чего я хочу, то, о чем я мечтаю. Ну, тут такое вот. Так, вот такой человек, вот вы у него не выходите из головы. Вот мужчина. Ну, хитрый, расчетливый, практичный. С вами коса на камень нашла. Так, дальше смотрим. Что у нас тут? Зацикленность. Какое именно событие или твой жест заставили его начать думать о тебе постоянно? Ох, ваш тут образ, в принципе, может, ваше какое-то появление. Тут райская птица, женщина-муза, красивая, харизматичная, энергетически наполненная, веселая, общительная, привлекательная для многих мужчин. Может быть, вот такая. Вы влетели, и он вас увидел. Ух ты, и дьяволица. Ничего ж себе. Ага, при этом женщина, которая, возможно, перестала этой энергетикой с ним делиться. Карта жадины. Вот все себе при себе. Дьявольски привлекательная, ну не для тебя, ну не тебе, не для тебя мама, как это, цветочек этот растила, да. Обаяли, влюбили, привлекли, но конкретно потом как будто бы все это себе забрали. Борьба. Вот почему-то борьба с вами, я не знаю, что тут за борьба. Подозрение, ожидание. О чем это? При этом все равно ему кажется, что, может быть, вы чего-то ждете. Ну, понятно, чего вы ждете. Вы можете ждать нормальных проявлений с его стороны. Я не могу понять. Так, смотрим. Вот зацикленность его, какое событие, жест заставили думать о тебе постоянно. Ваше какое-то, ну, тут внешность ваша, ваше появление, ваше какое-то проявление такое. Причем, повторюсь, этим проявлением вы показали, смотри, какая я роскошная, прекрасная, но как будто бы я это все буду держать, эту всю красоту и себя любимую для себя, ну или для какого-то другого мужчины. Тут борьба и подозрение того, что вы то ли чего-то ожидаете. Чего вы ожидаете? Это вы ожидаете шансы с ним. Тяжелая ноша с кем-то другим. Вот непонятно. Тут может быть какая-то как ревность, знаете, у человека.
Вот зацикленность почему? Потому что он где-то вас увидел, вы для него вот та самая, вот тут роковая, тут комбо, тут привлекательная, еще и по дьяволу сексуальность, интересная очень. При этом это все не для него. При этом у него есть подозрение, что вы шансы готовы давать не ему, а по черной кошечке какому-то непонятному товарищу. Для кого-то вы тут цветете и пахнете, продолжаете цвести и пахнуть, но не для него. Тут ожидание, кошечка сидит, и тут кошечка черная. И подозрение, он полон подозрений. О, интересно. То есть вы даже сами, может, где-то, ну, не сопоставили, но где-то он вас там увидел, узнал, может быть, в соцсетях посмотрел, уж не знаю, может быть, в прямом, хотел сказать, в прямом эфире, да, где-то вы там, может, на улице, вы не обратили внимания, он там проезжал, или в магазине, там, вы не заметили, он посмотрел, ух, насколько вы привлекательны, куда-то вы там спешили, шли, и у него точно сложилось такое впечатление, куда-то кому-то навстречу она спешит, для кого-то она, как это, расфуфырилась. Для кого-то это как будто бы птичка щебечет. О, и так прекрасно выглядит, да? Так, эмоциональный окрас. С каким чувством он о тебе думает? С нежностью, с яростью или с тихой грустью? Там было уже, девочки, скорее с яростью, скрытой, да? И грустью. Так, извините, водички попила. Так, смотрим. Эмоциональный окрас. Каким чувством? Ой, а чувство тут, смотрите, это зеркало, моя вторая половинка. Это вот она точно, это то, что я, может быть, искал. Страсть, со страстью думает, с надеждами, что ну, тут беременность это в плане того, что что-то еще может быть, ну, через время, карта время. Надежда есть. И с радостью. Угу. Значит, видите, не все так, как я сразу прочла. То есть с нежностью, с яростью, с тихой грустью. А тут карта, когда он думает о вас, у него мечты радостные, мечты какие-то есть. Он строит там, может быть, какие-то. Тут не планы, тут в мечтах все так радостно, прекрасно. Может быть, он надеется, что через время, да, пройдет какое-то время, и у вас будет, может быть, какой-то лучший формат. Не знаю, сложится. Тут такие какие-то эмоции, прям тут вот, партнер. По зеркалу тут даже близнецовые пламена, она та самая, страсть, сексуальное влечение. Я могу сказать по этой карте беременность, вот эти вот эмоции, они у него растут, возрастают. При этом через время он надеется, карта мечта, будет вот какие-то у вас, может быть, еще радостные моменты. А мне прям интересно, а почему вот не сейчас? Да? Потому что уже все испоганили. Почему не сейчас? А сейчас марионетка. Что? Кто марионетка? Он не хочет быть. Хитрая лиса. Может, он выжидает. Тут опять мне как хитрая лисичка. Может, он выжидает и... это как манипуляция даже с его стороны. Ну, эгоизм. Скорее, он не хочет, знаете, не хочет дать вам понять, насколько вы для него важны, значимы. Вот тут такое. Нежелание даже себя уязвимым таким выставить. Угу. Какие-то манипуляции, это показано больше. Скрытая выгода. Что ему дают эти мысли? Вот, это то, о чем говорили, что, возможно, заполняет пустоту собственной жизни. Карта одиночества. Окно, вино и мир. Гармония. Знаете, эти мысли о вас, когда он погружается, это возвращает ему, может быть, как... Ну, я даже не знаю, как это гармония. Знаете, если человек никогда не увлекался эзотерикой, психологией, то тут вполне возможно ему это стало все интересно. Он начал это как-то все в себя прокручивать в голове, вашу встречу, ваше влияние на него, может быть, для чего она встретилась мне, вот такое, почему так случилось. Так, что дают?
Что дает? А знаете, тут в свое время он мог, тут карта печаль, жертва и приказ. Тут человек мог сам как отдать себе приказ. Тут карта жертвы, она своеобразная. Тут женщина, я ее сразу не разобрала, эту карту, потом присмотрелась. Женщина сама собственными руками вырезала свое сердце. Тут половина тела окровавлена и держит его в руках. То есть, другими словами, в свое время этот человек сам отдал себе приказ, карта жертвы, вырезать вот это свое собственное сердечко. Это в отношении вас. Сказал, мне время, не место, не сейчас, да, любовь, эту как будто искорчевывал из собственного сердца. Карта печали, ему печально из-за этого. Вот тут как постфактум сейчас получается. А вот какие-то мысли о вас, это... Тут, скорее всего, знаете, у него на сердце вот такая какая-то пустота, грусть. То есть я не вижу, что тут у него были какие-то эмоции такие. И мысли о вас, может быть, какие-то как философские даже мысли. Опять повторюсь, для чего вы встретились ему? Это как возвращает ему вот эту какую-то гармонию. Может, на время эта печаль как уходит. Вот как-то так, девочки. Ну, смотрим перспективы. Перерастут ли эти мысли в реальный какой-то звонок, встречу. Ух ты, новости, замечательно. Новость, нежность. Ага, все так хорошо начиналось, а тут дальше... Ой, какие-то карты такие. Тень и примирение. Непроявлено. Ну, я вам хочу сказать, кстати... Тут вполне возможно будут вот эти вот какие-то новости. Может быть, даже его сподвигнет вот этот какой-то, ну, какой-то дать о себе, как это, звоночек, дать о себе знать в ближайшее время, не знаю. Но тут вот, в принципе, его может сподвигнуть вот это вот чувство нежности к вам, прикоснуться захочется. Может быть, ментально прикоснуться. Но при этом у него четкое понимание того, что а вы уже тут ничего хорошего от него не ждете. Тут вот вы стоите на поготове, на чеку, да, с этим каким-то кинжалом, мачете, и говорите, не приближайся ко мне, я тебе уже не верю. Не пойму вот эту карту, тут может быть как абьюз, эмоциональное насилие. Скорее всего, это ваши какие-то ощущения, что ничего хорошего вы от него не ждете. Может человек, кстати, тут карта не проявленная, тут это скорее о том, что может попытаться нестандартно как-то проявиться. И цель этого всего примирение с вами. Или ситуация может быть в принципе нестандартная какая-то, не так, как раньше, да, вы пересекались, допустим, и у вас какие-то там были моменты привычные, там, общения, какой-то алгоритм общения. Тут как будто что-то вот нестандартное, может как-то нестандартно пересечься, проявиться. Ситуация не похожа на ту, как вы раньше там встречались. Но мне идет такое вот эти мысли перерастут, да, у него будет желание вот с вами примириться, 100%. Оно у него есть, это желание. У него там мечты есть об этом. Ой, но при всем при этом он прекрасно понимает, что вот этот негатив какой-то тут, вы помните, и вы это не простите. Вы уже сделали какие-то выводы свои. Угу. Он настолько, скажем так, уверен в том, что он уже не сможет тут как будто бы просто там улыбкой восстановить все, да, тут вот такое какое-то вот, он понимает, что вы уже во всеоружие его будете встречать. Он прекрасно понимает, что вы уже тут не наивная добрая девочка, тут скорее уже мудрая женщина. И он понимает, что сейчас он вас, как бы это ни звучало, да, тавтология, но сейчас он вас не понимает, он не знает вас, вы очень изменились. Но несмотря на это, перспектива мне показана, да, человек хотел бы с вами примирения. Может, нестандартно как-то проявится.
Как-то так, девочки. И заключительный инсайт, да, когда вы становитесь чьей-то навязчивой идеей, это значит, что вы взломали его базовые настройки безопасности. И психологически он в плену не у вас, а у своего желания обладать вами, вашей силой. И мой совет: используйте этот свой магнетизм мудро. Не позволяйте его зависимости стать вашей ношей. Свободная женщина притягивает сильнее, чем та, что согласна на роль тюремщицы. Теперь вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.